Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про режиссера Паоло Соррентино. Великий режиссер, сценарист, получивший кучу наград. Паоло Соррентино — это эстетика, яркие художественные образы, приятная глазу симметрия, просто безупречная музыка и откровенная провокация. Еще его называют последователем Феллини, так как и тот, и другой в своих культовых картинах показывают богемную жизнь Рима, но разных времен. Соррентино родился в городе Неаполь, и в возрасте 17 лет у него умирают родители. Поначалу Соррентино даже пытается идти по стопам своего отца, который был банкиром. И он поступает на экономический факультет, чтобы обеспечить себе безбедное будущее, но вскоре он в итоге бросает этот факультет и отправляется в Рим за мечтой заниматься кино без профильного образования. И первые 10 лет он просто учится съемочному процессу. Он работает помощником режиссера сначала, потом начинает даже писать сценарий и вскоре даже снимает какие-то короткометражные фильмы сам. Кстати, это к творческим людям относится к вопросу о том, как без образования, но с большим желанием пробиться в кино. К 30 годам Паоло Соррентино наконец-то снимает свой первый художественный фильм «Лишний человек». И за него он даже получает приз от итальянских кинокритиков за лучший режиссерский дебют на Венецианском кинофестивале. В следующие 10 лет Паоло Соррентино учится выставлять кадр, делает детальные раскадровки, нащупывает свой индивидуальный стиль. И к фильму «Великая красота» на съемочной площадке он уже прямо на площадке выставляет кадр без каких-либо раскадровок, очень просто. После 80-х годов итальянское кино испытывает значительный спад, и в большей степени это происходит из-за того, что итальянское правительство передает почти бесконтрольные права на показ итальянских фильмов итальянскому телевидению. Естественно, итальянцы перестают ходить в кино, зачем платить, они остаются дома и, сидя на диване, прямо смотрят свой телевизор. И таким образом в киноиндустрии денег становится меньше, фильмов снимается меньше, хуже, но на этом делают просто огромное состояние телемагната типа Сильвио Берлускони, про которого, кстати, Соррентино тоже снял фильм «Лора». Можете посмотреть, 3-часовая драма. Короче, фильм «Великая красота» в 2013 году получает кучу призов, в том числе и Оскар. И так Паоло Соррентино становится важным участником возрождающегося итальянского кинематографа. Федерико Феллини действительно сильно повлиял на творчество Паоло Соррентино. И можно проследить очень любопытный факт, что в фильме Феллини «Сладкая жизнь» главный герой Марчелло — это богемный журналист, мечтающий написать великий роман. А у Соррентино в фильме «Великая красота» главный герой — это тоже богемный журналист, но уже написавший великий роман. Возможно, герой Соррентино — это герой Феллини только в будущем, который уже написал этот великий роман и после которого, в общем, ничего не изменилось в жизни героя. И если говорить об отличиях героев Феллини и Соррентино, то у Феллини главные герои — это люди, пережившие Великую войну, ее последствия, они познали боль. А у Соррентино герои более спокойные, в них меньше эмоций, они изнеженные, что ли. Также закономерность можно проследить в фильме «8,5» и «Молодость». Оба фильма рассказывают о творческом кризисе главных героев. Марадона — главная фигура в жизни режиссера, его своеобразный ангел-хранитель. Соррентино верил, что Диего спас его от смерти. Ведь когда родители Соррентино умерли от угарного газа, Соррентино был в этот момент на отъезде на футбольном матче. Вообще Соррентино очень любил футбол, и он даже говорил, у футбольного матча и фильма очень много общего.
История, техника, тактика, финал, который никто не может предсказать. В сериале «Молодой папа» даже кардиналы смотрят футбол, обсуждают его и в шутку называют Марадону Господом. Вы знаете, зачем я пришел? Наверное, владелец ресторана «Эр Корре де Рома» пожаловался на меня. На прошлой неделе он заявил, что Марадона все еще на наркотиках. И я ему нагрубил. Я сказал: ты кусок дерьма. Даже не смей поминать Господа в суе. И в фильме «Молодость» Соррентино даже создал персонажа, очень похожего на Марадону. Только вместо татуировки Че Гевара на правой руке у героя этого тату на всю спину, очень комично, тату Карла Маркса. В целом у Соррентино в картинах можно увидеть просто абсурдные, гротескные ситуации, когда в кадрах появляется левитирующий монах в фильме «Молодость», жираф на римских улицах в фильме «Великая красота» и даже кенгуру, прыгающий по садам Ватикана в сериале «Молодой папа». И каждый раз, когда в его картине герой находится в застойном экзистенциальном кризисе, в кадре появляется бассейн, как образ застоя. Например, в «Молодом папе» можно увидеть, как Джуд Лоу медитирует под водой в бассейне. Он хочет изменить свою жизнь, но не может в силу определенных обстоятельств. Паоло Соррентино вообще очень консервативен в подборе съемочной команды. Оно-то и понятно, потому что многие режиссеры, продюсеры желают работать с проверенными профессионалами, которых уже знают, чтобы весь съемочный механизм работал как часы, без перебоя. Но у Паоло Соррентино это выражается даже в актерах. Тони Сервилла — это любимый актер Паоло Соррентино, близкий друг, и он его снял почти во всех своих фильмах. Ну, на этом все, друзья. Пишите свои комментарии. Было вам много или мало? Про кого вы хотели бы послушать еще разборы? Это мой первый выпуск на моем канале, и очень интересно ваше мнение. Нужна ваша поддержка, поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и будет вам счастье. Пока!